Доброго времени суток, дорогие друзья! В данном обзоре рассмотрим проект VIAS, отметим его цели и достоинства. В настоящее время, я думаю, сложно встретить человека, который хотя бы раз в жизни не взял кредит в банке. Кредит может быть как большим, так и маленьким, тем не менее принцип работы у них очень схожий. То, что вы делаете, это приходите в банк, отвечаете на ряд вопросов о том, на кого вы работаете, где и сколько вы зарабатываете, есть ли у вас судимость или есть у вас порядочная кредитная история. Все эти вопросы касаются только того, одобрят ли вам кредит или нет. Если вам повезло и вам предоставили кредит, не спешите радоваться. Да, вы можете купить себе то, что захотите, но вернуть вам нужно будет сумму с неплохой процентной ставкой. Уже, я думаю, не стоит объяснять, что традиционная банковская система держит нас в узких рамках, причем контролирует и манипулирует нами как захотят. Неважно, какой уровень вашего дохода, ваши финансы могут внезапно превратиться в никому не нужную бумажку, если банк выпустит пару-тройку новых партий купюр. Это не единственная проблема. Рассмотрим случай 2008 года, когда люди вдруг захотели обналичить свои деньги, которые, к сожалению, государственному банку не хватило выплатить, так как 2/3 всех сбережений своих клиентов они раздавали в кредит другим людям. Я могу привести таких примеров десяток, не затрагивая факты дополнительных комиссионных, задержки начислений и чрезвычайный дискомфорт пользования услугами. Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что банк распоряжается нашими деньгами так, как считает нужным, и не запрашивает нашего согласия, из-за чего криптовалютная сфера и набирает обороты, так как в ней нет регуляторов и централизации как таковой, затрагивая способ передачи. Один проект собирается модернизировать сферу, предложив нам совершенно новый тип отношений между кредитором и заемщиком. Я говорю о проекте VIAS. Основатели VIAS намерены создать новую децентрализованную, многофункциональную и простую в использовании финансовую платформу, способную предоставлять различные финансовые услуги, к примеру, возможность использовать свою криптовалюту в качестве кредитов. Все кредиты будут фиксироваться с помощью смарт-контрактов Tezos, а Tezos как раз необходим для будущей разработки собственной платформы. Платформа VIAS будет оснащена собственным кошельком, который будет доступен каждому пользователю сразу после его регистрации. Этот кошелек позволит пользователям не только повысить скорость транзакций в рамках этой платформы, но и защитить цифровые активы пользователей от различных хакерских атак и возможных краж. Одним из инструментов, которые платформа выпустит в ближайшем будущем, это банковские карточки. Они позволят клиентам совершать платежи по всему миру, где бы вы ни находились. В дополнение к этому будет разработано мобильное приложение VIAS для Android и iOS. В общем, какие преимущества можно выделить? В первую очередь, VIAS будет составить погашение ежемесячного дохода с использованием линейной системы платежей. Линейный принцип позволяет вам выплачивать как процентную ставку, так и основную часть кредита, чтобы заемщик имел возможность погасить кредит намного быстрее. На данной картинке предельно понятна схема действий со стороны банков и платформы VIAS. В то же время пользователю не нужно платить какие-либо регистрационные сборы или оплачивать ежемесячное обслуживание платформы после регистрации в системе. Единственное, что пользователь будет делать после регистрации VIAS, это платить небольшую комиссионную токенами, которая пойдет только на поддержание производительности системы VIAS. Затрагивая токены проекта, основная их особенность заключается в том, что они могут быть использованы в качестве кредитов. Их можно продать в рамках системы VIAS. Все подобные действия будут направлены только на создание ликвидности для токенов, тем самым обеспечив стабильную активность самой платформы. Вот такие основные моменты. Если у вас возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях под роликом, либо можете задать вопросы в ценной группе VIAS в Телеграме, где он подробнее расскажет о проекте и не оставит вас без внимания. Все ссылки, как обычно, в описании под роликом. А я с вами прощаюсь, спасибо за внимание.